Так, когда мы вывернули, теперь у нас закрыт и низ, и верх. Низ нам придется еще выутюжить, но это позже, когда мы уже все застрочим, вставим чашки, и будет у нас финальное ВТО. Теперь нам нужно отстрочить на 0,5 для того, чтобы вставить косточки, оставляя немножко 0,5 вот с края сбоку чашки, для того, чтобы через эту дырочку нам вставить саму кость. Предварительно проверьте, чтобы кости вам подходили. Мы их мерили, когда еще строили конструкцию, но на всякий случай вдруг что-то у вас пошло не так. Вот. Отлично подходит. Если вдруг у вас не подошла косточка, но она по длине, например, подходит, вы можете ее немножко погнуть в некоторые стороны. Отстрачиваем на 0,5 аккуратненько, потому что пороть эту строчку достаточно сложно. Чуть больше, чем 0,5 от края. Чуть ручкой помогайте себе, чтобы не сломать иглу, так как толстое место. Вперед. Назад также делаем закрепочку. Пару стежков. И поехали. Все распрямили. Через кость аккуратненько тоже так же, без нажатия лапки, маховым колесом помогаем, чтобы не сломать иглу. Так, тщательно все расправляем и идем дальше. Чуть-чуть не дострачивая до верха. Сбоку. Вот такая вот аккуратненькая у нас отстрочка получилась. Избавляемся от ниток. Смотрим, что получилось изнутри. Тоже все очень даже прилично. Практически идеально. Теперь берем кость, которую предварительно подобрали, и через подкладку внутри, через дырочку, которую оставили, вставляем аккуратненько. Для начала надо будет чуть-чуть с усилием, но потом она должна пойти по туннельчику, который мы сделали из отстрочки. Все, дошла до конца. Поправили, если что-то зацепилось. Выправили нашу кость. Вот. Эта сторона у нас уже готова. Нам остается оживить левую. И у нас будет уже все практически на финишной прямой.
Вставили косточки, теперь можем притачивать молнию. Я выбрала вот такую вот молнию, для того, чтобы она была под размер моего топа, мне нужно ее немножко укоротить. Ну как немножко. Вот так это будет выглядеть. То есть до вот этого момента я все зубчики вот в этом районе должна буду выдрать и переставить фиксатор вниз на это место. И у меня будет готова молния. Уже заготовила себе молнию, укоротила ее практически под длину задней спинки корсета, оставила хвостик для того, чтобы припуск завернуть. И теперь в том моменте, где у нас должны быть фиксаторы, я буду выдергивать лишние зубчики. Можно до самого конца вверх. Подготовили молнию, берем одну половиночку, притачиваем на основу. Меняем лапку на одностороннюю или на узкорожковую. Я поменяю на узкорожковую, чтобы было не так близко к зубчикам. Освобождаем один край основы. Не доходя пару миллиметров до верха, прикладываем молнию. Пару миллиметров для перегиба. И максимально прижимаемся лапкой, не попадая на подклад. Идентично на другую сторону, отодвигая замочек, чтобы он не мешался. Следите за расстоянием, которое отступаете на молнии, чтобы было все симметрично. Проверим, как застегивается. Застегнули. Одинаковое ли расстояние до низа. Снизу я всегда беру побольше, потому что нагибание толстого вот этого вот участочка будет очень сложно проходить лапкой. Теперь будем закрывать подкладку. Одну сторону мы закроем полностью, то есть будем пролезать через другую часть. Как бы заново выворачиваем наизнанку свой топ. Можно не выворачивать до конца, оставить вот в таком положении, чтобы потом было легче вывернуть обратно. Низ или верх, неважно, заворачиваем наизнанку припуск, потому что отстрочить на 0,1 у нас не везде получилось. Делаем небольшой перекант, чтобы получался вот такой вот напуск из основной ткани наизнанку. Буквально 2-3 миллиметра. И можем зафиксировать иголочкой, чтобы не потерялась. И также сверху.
завернули в самый край. И у нас получился перекант до строчки 2 миллиметра. Фиксируем, держим. Лучше заколоть снаружи. Закалываем снаружи. И строчить обязательно по основе, потому что подкладку придется припосадить чуть-чуть, так как у нас с двух сторон перекант. Вот так вот посадилась чуть-чуть подкладку. То есть мы натягивали вверх на нее, и она равномерно посадилась. Не должно быть складочек, защипов. Теперь в самом углу, не доходя 2 миллиметра до края, срезаем, высекаем вот этот вот маленький, толстенький уголочек. И снизу то же самое. Поворачиваем аккуратненько обратно. Остается только отутюжить и припосадить подкладочку на утюг. Вторую сторону мы можем вывернуть и через маленькую дырочку верха застрочить какую-то часть этой молнии, а остальную уже закрыть вручную буквально 5 сантиметров иголкой с ниткой. Так, упираем молнию наверх и снизу. Можно застрочить красиво оба уголочка, вверх и низ, и оставить дырочку посерединке. Обработали два уголка. Теперь нужно маленькую вот эту дырочку зашить вручную. Оставлю это зашивать вместе с дырочкой для чашек. Сейчас будем заниматься вставлением чашек.